Всем добрый день! Мы продолжаем тему джинсовый костюм с юбкой трапеция. И сегодня я хочу не просто показать, как построить выкройку трапеции с нуля, но и хочу немножко порассуждать о фигурах, да, о нюансах фигуры. Если, допустим, тонкая талия на фоне широких бедер, если наоборот разница между талией и бедрами небольшая, то есть, ну и, конечно же, средние размеры мы с вами возьмем, будем рассматривать. То есть я хочу показать вам, как вообще, в принципе, на моем примере, я имею в виду на моем листе, на моем столе, показать вам, как это все будет выглядеть, как исправить какие-то линии или дополнить какие-то линии. В общем, все хочу проговорить нюансы. То есть, опять же, видео, наверное, будет объемным. Ну, я-то предполагаю. Хотела все по-быстренькому сделать, но, как всегда, получается у меня множко. Итак, мы с вами должны определить центр спины. Я, наверное, начну со спинки все-таки. Центр спины. И немножко вот так отступив от верха, тоже прорисую прямую линию. То есть от этой точки мы с вами начнем кроить. При необходимости, если вам нужна по спинке выточка, делайте по спинке выточку. Я не буду ее делать. Я хочу рассказать о разных фигурах, да, то есть как будет смотреться линия. Сейчас я выберу себе такие поярче, наверное, фломастеры, такие, чтобы отличались друг от друга. Зеленый, пусть будет синий и розовый. Смотрите, допустим, мы с вами возьмем фигуру с узкой талией и с широкими бедрами. То есть, когда разница между талией и бедрами большая, допустим, 25, 28, 30 и больше, да, бывает талия, то есть разница. Значит, смотрите, мы для начала находим линию талии. Вот она, точка 0. И от точки 0 мы с вами находим талию. Допустим, талия, 1/4 талии у нас будет 18 сантиметров, например. Вот. От этой точки вниз я откладываю сразу 2,5 сантиметра. Это для всех размеров. И я откладываю от этой точки 2,5, пусть будет эта точка 0, 2,5. От этой точки я откладываю высоту бедер, допустим, 18 сантиметров. Может быть больше, да, но я, допустим, на маленькую девочку крою, да, на небольшую. Опять же, здесь у меня 2,5, и вот она 18 сантиметров. Это для контроля, ну, то есть для ровной линии. Прорисовываю линию бедер. Линия талии, линия бедер. По этой линии мы откладываем с вами обхват бедер с прибавками, деленный на 4. Пусть будет 25. То есть это уже с прибавками. И соединяем вот эту точку, вот эту, с линией бедер. Я провожу розовой линией. Смотрите, розовым маркером. Если я проведу ее дальше, то у меня получится очень такое широкое расклешение. Для плотной юбки это будет слишком много, слишком большое расклешение. Вот так вот я проведу пунктиром, да. Если я сделаю, отложу вот здесь 25 сантиметров, вот она у меня будет прямая, да. От линии талии вниз по прямой. Посмотрите, какое расклешение. Расклешение 20 сантиметров. Но это очень много. Я считаю, что 12-15 здесь самое будет классное. Ну вот для такой юбочки. Поэтому я отложу, допустим, 15 сантиметров по низу. На уровне, пусть будет вот так, 50 сантиметров. Да, от линии бедер вниз 50 сантиметров. На этом уровне я откладываю 15. Хотя кому-то и это, допустим, может быть, понравится, да, сделайте так. В крайнем случае, когда вы будете уже делать примерку, вы можете всегда срезать. Вот. Но я сейчас рассказываю о том, что если, допустим, линия талии будет вот здесь, а линия бедер вот здесь, то у нас получится вот такая трапеция, да, то есть вон она куда уйдет. А может быть, еще и вот такая будет трапеция. То есть это вообще просто, ну, я не знаю, нереальная трапеция. Для такой ткани это слишком много. Я говорю о том, что мы можем делать корректировки. Допустим, даже если вот так мы возьмем сейчас, ну давайте, пусть будет вот она наша линия талии, и вот так идет у нас трапеция через линию бедер, да, вот она куда уходит.
вот эта точка 2,5 сантиметра, она соединяется с точкой 0. Ну вот здесь вот чуть-чуть идем под прямым углом, дальше немножко вниз и до этой линии. Опять же, я здесь немножко грубовато нарисовала, ну пусть будет так. Вот, допустим, вот это наша будет трапеция. Если у нас большая разница между талией и бедрами, у нас получается очень шикарная трапеция. Как ее изменить? То есть, если мы хотим к низу сделать не слишком широко, да? Тем более, если у нас будет юбка не 4-клинка, не 6-клинка, не 8-клинка, а именно вот из 2 полотнищ, да, передняя и задняя половинка. Ну, единственное, что может быть по центру спины еще будет шов. Но вот это расширение из 2 половинок будет некрасиво смотреться, поэтому не советую много расширять. Я советую, вот смотрите, на уровне, допустим, ну, сантиметров 50, да, вот у меня здесь 48. От линии бедер, допустим, пускай будет, то есть 49. На этом уровне сантиметров 12-15, я думаю, будет достаточно. Ну, пусть будет, я вот возьму 15 сантиметров, да. От линии бедер вниз 50 сантиметров и отсюда 15 сантиметров. И от линии бедер до этой точки я соединяю. Вот такая будет трапеция нормально. Даже если она пойдет дальше, в конце концов вы можете ее убавить к низу, вот так, срезать, вот так. Можете при примерке. То есть это тоже как бы, если у вас будет колом стоять вот здесь вот эти 2 конца, да, два ребра, вот эти вот 2 шва. Вот. Ну, естественно, здесь мы с вами делаем закругление, то есть если здесь у меня 50-49, то сюда мы делаем 49, но я советую убрать хотя бы 1-1,5 сантиметра. Вот так вот у меня будет вот это закругление. И это понятно, да, то есть это если у нас талия узкая. Дальше мы берем вариант с небольшой разницей между обхватом талии и обхватом бедер. Я бедра оставлю на месте. Единственное, что я их подниму чуть выше. То есть у меня, допустим, вот опять же эта точка остается неизменной, 2,5 вниз, да. Пусть у меня будет 17 сантиметров высота бедер. То есть не у меня, а вот, ну, возьмем другую фигуру. Так, высота бедер. Ширина бедер остается такая же, то есть обхват бедер, да, 1/4 обхвата бедер с прибавками, пусть будет 25, также остается. А обхват талии, допустим, здесь у нас 98 обхват бедер с прибавками, получилось 100. И обхват талии, ну, например, пусть будет 90, да, то есть 10 сантиметров разница. То есть если 90, мы делаем прибавки 2 сантиметра, делим на 4, у нас получается 23. То есть от точки 0 я откладываю 23. Вот так, вот она у меня 23. Здесь 25, здесь 23. Опять же вниз 2,5. От этой точки, то есть эту точку я соединяю с линией бедер. Вот она у меня будет голубой, да. И если я продлю эту линию вот так вот по прямой вниз, то у меня получится практически нет расклешения. То есть, если у вас такая фигура, то мы вполне можем к бедрам добавить еще свободы. Допустим, пусть это будет хотя бы 1 сантиметр. Да, к линии бедер я прибавила 1 сантиметр. И теперь я провожу линию вот так через эту точку, провожу. И что у меня получается? У меня получается 9 сантиметров расклешения. В принципе, такое может быть, но если вы хотите больше, вы можете 1,5, допустим, сантиметра прибавить к линии бедер, и у нас уже получится достаточно такое побольше расширение. То есть вы прибавили к линии бедер 1,5 сантиметра на 1/4. То есть 6 сантиметров к обхвату бедер мы прибавили на свободу. Для такой фигуры это нормально. И получается достойное такое расширение. На расстоянии от линии бедер вниз 50 сантиметров получается даже 10,5. То есть вполне нормально. Вот. То есть и здесь, конечно же, мы тоже с вами прорисовываем плавную линию вот сюда. Это у нас спинка. И мы с вами плавненько вырисовываем вот сюда. То есть вот она получается. И здесь мы опять же вот прорисовываем линию низа, да. То есть смотрите, у меня получилось так, синим понятно, а розовым я сделала слишком много линий. Давайте сделаем вот так. Вот она у нас получается линия. То есть я немножко поярче, ничего не ярче. Так, вот еще поярче.
То есть красные оттенки, но немножко поярче. Выделим, да, то, что у нас получилось. Вот сюда мы ее решили вывести. Вот сюда. Вот она наша линия. От линии бедер трапеция идет. Я думаю, что вот так видно. И вот он идет вниз. Так, линия синяя, это у нас идет смотрите, красная линия это для фигуры, когда большая разница между линией талии, то есть между талией и бедрами. Синяя линия, когда маленькая разница между талией и бедрами. И сейчас я расскажу, как получится у меня. Допустим, у меня 18 сантиметров разницы между талией и бедрами. Опять же, я беру, наверное, вот уже свой, пусть будет красный или черный маркер, от точки 0 я откладываю, у меня талия 80 сантиметров, у меня она плавает, допустим, она может у меня 76 быть, но это редко, бывает 78, но в основном 80. Я беру вот 20 сантиметров ровно. Кстати, почему я не делаю прибавку на линию талии? Смотрите, когда мы с вами вот эту вот уже линию прорисовываем, то есть измеряем, которая у нас, она уже неровная, да, мы ее делаем изгибистую, и она у нас идет по косой. Вот у меня получается здесь, вот если здесь 23 ровно, то вот здесь получается 23,5. Ну, или 23,4, то есть здесь достаточно, да, 23,5, достаточно прибавки 0,5 на 1/4, это 2 сантиметра. То есть здесь поэтому я не, если по прямой откладываю 1/4 обхвата талии, я ничего здесь не добавляю. Вот она, 20 сантиметров. Вниз, как обычно, 2,5. И вот она у меня получается точка. А линия талии, то есть линия бедер, смотрите, отсюда я вниз откладываю 16 у меня. Я беру 16. Так. Центральная линия остается на месте, центр спины. Здесь у меня 25 с прибавками. То есть вот эта точка у нас остается на месте. И я опять же вот она линия талии, то есть точка талии, точка бедер. Я провожу прямую. То есть я провожу прямую, и она у меня достаточно тут имеет расклешение. У меня получается 14,5. Это вообще вот прям вот, если мне не понравится расклешение по низу, я всегда ее могу убрать. Могу сделать вот так. Допустим, хочу 12. Вот. Опять же, на уровне 50 сантиметров от линии бедер вниз. Вот. Хочу, чтобы она была не сильно такая расширенная трапеция. Да, вот она, пожалуйста, моя линия. Опять же, она у меня получится немножко скошенная. Эта линия остается там же, эта линия остается там же. Вот она вот немножечко такая на волной легкой. Смотрите, я измеряю 25. Все, то есть тут у меня уже прибавка заложена. Теперь я беру второй лист бумаги, это у нас спинка, центр спины. Я копирую спинку на чистый лист бумаги и буду прорисовывать уже полочку, да, переднюю половинку. Смотрите, я копирую низ 100%, копирую бок 100%, у меня вот он, да, вот он, бок. Так, это как утяжелитель, а это я прорисую вот этой, до линии бедер. Так, и дальше я прорисовываю до линии талии. Ставлю точку, где у меня линия талии, и ставлю точку, где у меня начинается моя линия талии. Вот они мои бедра, вот она моя исходная точка. И теперь от этой точки вниз я откладываю 5 сантиметров. То есть здесь 5, здесь половина, 2,5, здесь 5, половина 5, да? Соединяю, уже вот так вот соединяю. И вот эту точку, вот эту, то есть линию, можно прорисовать просто плавненько, вот так вот плавненько, с перегибом, с изгибом вниз. Вот так вот я ее прорисовываю. Ну и тут я еще центр не прорисовала. Центр нужно еще откопировать.
Сейчас вырежем обе детальки, обе половинки и совместим по боковым линиям. И смотрите, я соединяю по боковой линии. Соединяю бок, линия бедер, линия низа. Линия низа получилась ровной, видите? Хотя я здесь убрала 1,5 сантиметра, она получилась ровной. Вот здесь у меня получился вот такая вот получилась галочка. Если у вас разница между талией и бедрами большая, то галочка будет больше. Возможно, ее вообще не будет. Да? Я соединяю от линии бедер вверх до линии талии и смотрю, какая у меня получилась линия талии. Видите, она получилась плавной и логичной. При этом вот здесь у нас прямой угол, здесь у нас прямой угол. Хочу внести дополнение в продолжение нашей темы. Для фигуры с большой разницей между талией и бедрами мы можем добавить выточки. Смотрите, допустим, вот я прорисовала новую линию, какую я хочу трапецию. Эту линию я веду ровно-ровно до конца линии талии. Здесь я специально все максимально заклеила, чтобы нам ничего не мешало. Вот я эту линию веду от низа и до конца до линии талии. И, допустим, у меня 1/4 талии с прибавками 18 сантиметров. Здесь я могу прорисовать дополнительно выточку по центру спины. Смотрите, я измеряю, у меня здесь получается, вот, то есть мне нужно найти 18 сантиметров, вот она моя 18 сантиметров. И здесь я нахожу тоже 18 сантиметров, вот она моя точка. То есть от уже вот этой точки, да, вот этой линии. Теперь я измеряю здесь, сколько у меня получилось разница, и здесь получилось по 2 сантиметра. Я беру 4 сантиметра. То есть вместе, да, складываем 4 сантиметра и делим на 3 равные части. У меня получается 1,33. То есть сюда я положу, сюда выточку заложу 1,33. И далее умножаем на 2, 1,33. Получаем 2,66. Сюда у нас будет выточка 2,66. Делим пополам. Здесь 1,33, одна сторона выточки. А это делим пополам. Получается 0,66. Вот так. От этой точки до центральной я делю пополам, получаю 9. Это у нас будет центр выточки. То же самое здесь. Центр выточки. И мы ее проводим максимально практически под прямым углом по отношению к линии талии. Не к бедрам, а к талии. Так, это у нас передняя половинка, она будет больше. Здесь это у нас задняя половинка, чуть меньше выточка. Значит, здесь у нас будет 1,33 в одну сторону от центра, 1,33 в другую сторону от центра. А здесь у нас получается по 0,66. То есть выточка небольшая. Выточка по переду, но на мой взгляд, выточка по переду должна быть чуть длиннее. Тогда получается линия более такая красивая, да. Ну, выточку по переду вот можно 16, 18, можно 15 сантиметров. Пусть у нас будет до линии талии 16. Я соединяю. Соединяю раствор. Дальше. Выточка по спинке от 10 до 12 сантиметров длиной. Пусть у меня будет 12. Тут еще зависит от вашего размера, от ваших бедер. Ну, может и 16 сантиметров доходить. То есть, ну, вот так вот, да. То есть мы с вами спасаемся от того, чтобы не делать вот здесь слишком крутую линию и не делать слишком большое расширение. Вот таким образом мы с вами спасаемся. Получается, что вот эти точки нам уже не нужны. Вот эти вот. Сейчас мы с вами измерим, что у нас получилось. Измеряем от центральной выточки вот так вот. Вот так будет виднее, да? Вот так я измеряю до выточки 7,5. Иду дальше, измеряю до бока. Так, и здесь то же самое. И у меня получилось 36, то есть 18 и 18. Все правильно, все хорошо. Можно вырезать. То есть, смотрите, мы можем делать без выточек, а можем добавить выточки. То есть это при желании или при необходимости. Повторяю, если у вас фигура, ну, например, как у меня,
до 20 сантиметров разницы между талией и бедрами, или даже еще меньше, то вот этого не нужно делать. Это только для тех, у кого большая разница между обхватом талии и обхватом бедер. И все, наша юбка готова. На сегодня я с вами прощаюсь. В следующий раз мы с вами будем уже обсуждать, рассуждать и моделировать верхнюю часть этого костюма, то есть курточку. Да, я назвала это джинсовой курточкой. На сегодня всем пока, до новых встреч!